В какой форме, по вашему мнению, находится Денис, на ваш взгляд, исходя из вашего спарринга? Вам уже были какие-то предложения насчет этого поединка? Дорога на Ливана, я думаю, будет открыта. Скажу просто, 50 на 50 шансов мои. У каждого свои движения, то есть, допустим, на пронатора за столом у меня сильнее движение, да, лучше сильнее у меня. У него кисть сильнее, там, допустим, пальцы сильнее, да. Вы должны понять, я не борюсь в крюк, я не борюсь в бок. Я борюсь взрывной силой, я борюсь скоростью, взрывной силой. Друзья, в предыдущем выпуске Денис Цыпленков в интервью нам уже высказывал свое мнение о возможном поединке Заура и Ливана. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ссылочка будет наверху в подсказках. А сегодня у нас в гостях двукратный абсолютный чемпион чеченских турниров Заур Пайзулаев. Спонсор выпуска – компания «Сила Рукав», продукцией которой уже давно пользуются известные спортсмены. Резиновые петли и тренажеры для предплечий. Ручки для армрестлинга на любой вкус. Ручки на лямках. Ручка с двумя насадками конус и цилиндр. Блоки приставки к столу. И, конечно же, сами столы для армрестлинга. У ребят есть сайт и группа ВКонтакте. Все ссылки на наших друзей я оставляю в описании данного видео. Так, всем салам алейкум, здравствуйте, дорогие друзья. Отвечу на 6 вопросов, которые мне задал Руслан. Первый вопрос. Расскажите про спарринг с Денисом. Понятно, что это был дружеский спарринг, но не показалось ли вам, что я от раунда к раунду добиваетесь? Все-таки сетка и армфайт — это два разных соревнования, и здесь нужно больше уделять внимание выносливости. Во-первых, хочу, чтобы все поняли, что это был спарринг всего лишь, да, и спарринг был после соревнования, да, после категории, после абсолютки, да, после перелета на самолете без сна, вот. Естественно, у меня рука вообще не слушалась, да, и я, получается, когда ехал, я уже знал, что, ну, мне надолго не хватит, потому что рука была такая ватная. То есть не стоит судить по этому про мою выносливость. Я, иншаллах, собираюсь где-нибудь ближе в феврале, в марте, там, как Денису удобно будет приехать свежий уже, да, и на свежую уже проверить выносливость. Вот если на свежую у меня выносливости не хватит, тогда да, тогда вы будете правы, что у меня выносливости нету. Но сейчас я даже сам не знаю, то есть если у меня выносливости нету, то есть, естественно, у меня спарринг партнеров не было, вот, что плохо сказывается на выносливости, но насколько у меня мало или много, это покажет только, когда я приеду свежий, вот. Так, это первый вопрос. Далее, второй вопрос. Если бы поединок с Ливаном организовали и вас устроили бы условия, как рассчитываете свои шансы с таким грозным соперником? Во-первых, я бы минимум полгода на подготовку взял бы, чтобы потянуть свои слабые стороны и усилить сильные. Вот. Во-вторых, этого времени, полгода, мне вполне бы хватило, чтобы набрать боевую мощь, вес, силу, выносливость. Вот. Шансы я буду, скажу просто, 50 на 50 шансов мои. Ни больше, ни меньше. Это уже все в руках Всевышнего. Победа или поражение от Всевышнего идет. Далее, третий вопрос. Силовые показатели у вас с Ливаном равны. Как вы считаете? Да, у нас много упражнений, которые мы делали оба. То есть она как бы во многих равные показатели, да. Но у каждого свои движения. То есть, допустим, на пронатора за столом у меня сильнее движение, да. Лучше сильнее у меня. У него кисть сильнее, там, допустим, пальцы сильнее, да. Вот. Он там делает, допустим, на крюк там большие гантели, да, я эти гантели вообще не делаю. То есть у нас с ним разные методики. Вот. У каждого свои сильные движения и слабые. То есть так вот отвечу. Четвертый вопрос. Вам уже были
какие-то предложения насчет этого поединка. Ну так, в двух словах обговаривали о возможном поединке с Ливаном. То есть сначала мне надо пройти именитого соперника, который они считают. То есть я вообще просил голосование открыть. То есть кого они выберут, я готов с любым. То есть, ну, я так предполагаю, для них Эрмес близок к Ливану. То есть, ну, соответственно, я попросил тогда Эрмеса дайте мне первым. То есть, ну, вот. После того, как я с Эрмесом поборюсь, вот, если я выиграю, да, то получается дорога на Ливана, я думаю, будет открыта. Или максимум скажут еще поборись с Дэйвом Чефи, то есть, ну, это уже будет глупостью. Я хотел бы сразу после Эрмеса на Ливан упасть. Вот так вот так. Получается, 5-й вопрос. Вы, как я видел, не любите затяжных поединков и стараетесь закончить схватку сразу. Вы будете менять свой план тренировок, готовясь к конфликту. Нет, это мой стиль борьбы. Вы должны понять, я не борюсь в крюк, я не борюсь в бок. Я борюсь взрывной силой, я борюсь скоростью, взрывной силой. И мне не надо вот с кем-то затягивать поединки. Вот. Это мой стиль борьбы, как у Пушкаря. Поэтому я буду усиливать сильные стороны, усилять. И еще по работе над выносливостью, там, со спарринг-партнерами, там, да, я буду выносливость увеличивать. Также кисти буду свои усиливать. И пальцы. Вот. Я думаю, это в совокупе даст хорошие плоды. Так, 6-й вопрос. В какой форме, по вашему мнению, находится Денис, на ваш взгляд, исходя из вашего спарринга? Я просто не знаю, в какой форме, то есть я знаю, то есть я с ним не боролся раньше, с Денисом, да? Но так, к примеру, могу сказать, что сейчас по 10-бальной шкале у Дениса, скорее всего, форма, я думаю, где-то на 8. На 8. Вот. Ему еще 20% если набрать, он уже как раз 10 килограмм наберет и будет уже тот Денис, не праймовский, который там раньше, а тот, который с Ларотом боролся в последний раз. Я думаю, такую форму набрать ему еще 20% не хватает. И сейчас он довольно очень сильный. Просто мой стиль ему неудобен, то есть, да, я думаю, он любит затяжные поединки, а я люблю быструю борьбу. Поэтому, как бы, у нас, ну, так вот, разные стили, как бы, судить сложно. Друзья, с 13 по 17 февраля в городе Орел пройдет чемпионат России среди лиц с ограниченными возможностями. Прошу вас оказать мне и моей супруге посильную помощь на данную поездку. Нам не хватает 15 тысяч. Только от вас, от моих подписчиков, зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Помочь нам выехать на соревнования можно, отправив любую сумму по номеру телефона, который привязан к карте Сбербанка. 8 920 177 55 61. Номер карты я оставляю в описании видео. И помните, добрые дела всегда возвращаются. К себе подтягивай. Уголок растягиваешь. К себе, вот так идет. Идет. Тащи вверх, пальцы выбивай. Выбивай пальцы. Надежно к себе подтягивай. Поднимите спортсмена. Поднимите его. На этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик.
И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке в соцсетях и друзьями. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан.